сколько людей приезжает оздоравливаться, видите? И мы не исключение. Всем большой привет! И посмотрите, куда вас сегодня привел канал На Позитиве. Мы с Викторией уверены, что и мы, и вы получим от этого выпуска мега удовольствие и очень много пользы. О, кто-то оздоравливается, можно сказать, с ног до головы. Мы сегодня с вами приехали на Куяльник. Здесь не только очень красиво, но и в буквальном смысле пахнет здоровьем. Там, где степь встречает Черное море, раскинулся древний Куяльник. Его воды, розовые летом, серебристые весной, таят в себе силу природы и целебную память тысячелетий. Здесь лечат не только тело, но и душу. Грязи Куяльника знают тайны исцеления, а воздух наполнен соленой свежестью и тишиной. Видите, белый налет. Это не песок, не снег, не лед. Это соль. Настоящая соль. Мы идем, а она под ногами аж хрустит. Дорогие наши зрители, посмотрите, чем богат Куяльницкий лиман. Это минеральная соль. Не зря здесь когда-то была ее добыча. Посмотрите, целые пласты. Это просто как рыбная чешуя, которой усеян весь, можно сказать, это даже не пляж, это дно Куяльника. Ира разулась, решила разведать дно. Ну, как тебе ощущение идти по соленому такому? Супер, и по укалыванию. Больно, да? Покалывает? Немножко покалывает, да. А ну, давай. Как ощущение? Как по снегу. Мы без микрофона, потому что я умудрилась микрофоны забыть на даче. Класс. Я в восторге. Ира, ты чувствуешь себя самой здоровой? Пока нет. До вечера будет. Чем еще интересен Куяльник? Куяльник – это самая низкая точка Украины. Минус 5 метров ниже уровня моря. Представляете, вот такое замечательное и необычное есть у нас место, о котором многие уже забыли, но когда-то сюда приезжали просто тысячи людей из разных стран, из разных регионов Украины. Куяльник – это не только лиман. Куяльник – один из старейших в мире грязевых курортов и самый первый курорт в Одессе. История курорта Куяльник насчитывает около 200 лет. Санаторий Куяльник приобрел популярность благодаря сульфидно-иловым лечебным грязям и чудодейственной воды рапы Куяльницкого лимана. Отсюда видны корпуса санаториев, некоторые из них еще работают, но некоторые уже, к сожалению, заброшены. Звідки приїхали? З України, але з якого міста? Донецька? Дивіться, Вітаємо вас в Одесі. Донецька, то я давно там був, але взагалі так, класно. І тут часто приходите оздоровлюватися, або відпочиваєте? А, тут оздоровлюєтесь. Дякую вам. Гарного дня. Супер. Вот девушка еще, посмотрите. Все оздоравливаются. Мы просто обалдеем от того, как здесь классно. Слушайте, ну вот реально попадаешь в другой мир. Покрытие как будто снежное зимой, а воздух теплый летний. Говорят, что Куяльник периодически бывает соленее, чем Мертвое море. И что в Куяльнике соленость около 300 промилле. И это нужно проверить. Какая же на вкус соль Куяльницкого лимана? Надеюсь, все будет хорошо. Какая она соленая. Даже привкуса нету, я прям удивлена. Ходим с вами в одну из самых любимых локаций всех фотографов и блогеров. Столбики на Куяльнике называется локация. Столбики на Куяльнике. Раньше их использовали, насколько мы знаем, для намыва соли.
Да, как-то мы... Ой, посмотри, тут уже соль конкретнее. Ага. Деревянные столбики Куяльницкого лимана – это действительно интересный и атмосферный элемент пейзажа. Но стоят они здесь не просто так. Эти столбики – остатки деревянных конструкций, которые использовались в 19-20 веках при добыче соли. Раньше на Куяльнике были специальные деревянные настилы, платформы и направляющие, по которым передвигали телеги или бочки с солью. Сейчас здесь соль уже не добывают, но остались вот такие воспоминания о прошлом. Обалдеть! Посмотрите, какая соль. Ира, здесь можно просто добывать реально соль. Кажется, у нас теперь будет чем солить черноморскую рыбу. Класс, посмотрите. Ира, я просто в шоке. Посмотри. А посмотри, как она блестит. Обалдеть. Кристаллы соли. Слушайте, такое интересное место. Мне кажется, что здесь прям какая-то такая атмосфера необычная, да, Ир? То ли из-за соли, то ли из-за того, что здесь достаточно пустынно, все белое, и ты, когда выезжаешь с города, такой контраст, но место действительно необычное. Здесь розовая вода, не знаю, видно на видео. Посмотрите, немножко с розовинкой водичка. Возможно, на заходе солнца будет совсем розовая. Смотрите, а здесь соль хлопьями. Там мы видели такую рассыпную, а здесь уже хлопья. Перо какого-то неизвестного гуся. На автомобилях сюда подъезжают люди поближе к лиману, кто не хочет спускаться с высоты. Здесь людей поменьше, чем там, где мы с вами были. Но одно продолжает быть соленым. Соль везде. К сожалению, Куяльник пересыхает, воды становится все меньше и меньше, и мы теряем такое полезнейшее место. Ир, посмотри, розовая вода, кусочки ее. Обалдеть, мы все-таки нашли это место. Возможно, на заходе солнца она станет еще розовее. Здесь второй раз. Второй раз? Вы из Одессы? С Одессы, да, но в санатории были, а в самом Куяльнике не окунались. А, только первый раз сегодня приехали. Вот мы тоже. А как вам в санатории отдыхается? Мы раньше были. А, в этом раньше году, были, да. не сейчас. Нам очень понравилось, поэтому Да. мы еще раз хотим попробовать. Класс. И хотим в природной сначала среде. Да, мы вот тоже сегодня приехали, как раз видео снимем. Может, хотите кому-то привет передать с Куяльника? Родителям передай привет. Мама, папа, приветики. Девочки уже пошли купаться, мы еще пока снимаем фильм, а девочки уже пошли оздоравливаться. Столбики в данный момент служат вешалками для вещей. Для одежды. Для одежды, да. И сумок. О, посмотрите, целые трассы. Кто-то сидит себе Да, у там. кого-то кресло. Ну, идем посмотрим. Ир, вот скажи честно, тебе здесь нравится? Я в восторге. Мы здесь были до войны, но такого количества соли мы не видели. Возможно, потому что мы приезжали с той стороны. Мы вообще давно были. Я лично была здесь лет 10 назад, чтобы так вот днем. И поверьте, ощущения незабываемые. Мы насобирали себе соли. Видите, в баночках люди пакуют все с собой. Кто-то в бутылочки там грязь набирает. Вот. У нас сколько в Украине потрясающих мест. Тоже розоватое все, видишь? Да. Даже вот у нас в Одессе такое место, а мы не приезжаем. Нужно это срочно исправлять. Многие одесситы верят, что местные соли, воды и грязи лечат едва ли не все болезни, в частности опорно-двигательного аппарата и нервной системы. И это уже доказано. Также по поводу грязи. Сложные химические процессы и работа различных бактерий придали грязи бесценные лечебные свойства. Сульфидно-иловые куяльницкие грязи по своим лечебным свойствам признаны эталонными. Они способствуют уменьшению воспалительных процессов, укрепляют иммунитет и восстанавливают функции поврежденных органов и систем организма. Слушайте, мы нашли одежду на столбике. Видимо, кто-то ее забыл. Слушайте. Она вся покрыта солью. Обалдеть. Я в шоке просто. Как мороз. Как мороз. Смотрите, кто-то на полотенечко вот так себе собрал соль. Что мы уже подустали пока по этой Мы соли. пока прошли в жару по этой соли, но нам же надо еще искупаться.
Да, И у кстати, нас дилемма. Нам не купаться, сидеть и ждать закат, чтобы доснимать видео, или искупаться, оздоровиться и поехать домой. вот везде ходишь, и если смотреть на дно, есть такие ямки. Смотрите, покрыты солью. Ой, обалдеть. Чем не чудо природы? И в Куяльнике это правильно называть не водичка, а рапа, потому что это очень соленая водичка. Да. Вот, Взяли идем. с собой такую подстилку, подушечку для плавания. Да, Чтобы очень, не так больно было лежать. да. Боже, вы не представляете, как здесь классно. Смотри, чем дальше. Видите, какое здесь дно? Вот не проваливается пальцами. Просто вот все это соль. Поэтому нужно не бежать, осторожно наступать, чтобы не поранить этой солью, кристаллами соли ноги. Смотрите, сколько людей. Еще немножко и переплюнут одесские пляжи. Ой, прям больно идти, скажу вам честно. Посмотри, вода еще розовеет. Да, вода розовеет. Говорили, что уже все, вода на Куяльнике не розовая. Ну, видимо, кто когда попадет. Розовая вода в Куяльницком лимане – это не магия, а удивительное природное явление, которое происходит каждый год, особенно в жаркое лето, примерно конец июля и август. Главной виновницей розового цвета воды является микроводоросль Dunaliella salina. Она живет в очень соленой воде и при высокой температуре начинает активно вырабатывать бета-каротин – пигмент, который окрашивает воду в розовый, коралловый или даже малиновый цвет. Мы уже немного растрепанные по пляжному. Солнце светит, ничего не вижу. Мы долго сомневались, ехать нам на Куяльник или нет. Но очень счастливы, что мы все-таки сюда приехали. И уже даже обсудили то, что это нужно делать почаще, пока тепло. Шли мы, значит, шли. Ира возвращается за шлепками, потому что такие кристаллы. Осторожно, не порань ногу. Ногу не порань. Куда ты побежала? Вода с каждым часом становится все розовее и розовее. О, идет в шлепках. Все, мы уже в шлепках, потому что идти здесь по-другому невозможно. А вот посмотрите, такие места есть темные. Это грязь. И, кстати, можно иногда на них наступить и провалиться. Поэтому лучше их обходить стороной. Соль просто покрывает все. А вон, видите, это все поселок Котовского, один из районов Одессы. Посмотрите, какая у нас добыча. Да, слушайте, вода соленейшая. Покажи. Смотрите, вот так усеяно этими кристаллами все дно, и с ума Смотрите, сойти какие можно. они твердые. Вода. Я не могу вам даже передать, настолько она соленая. Средняя глубина Куяльницкого лимана от 50 сантиметров до 1 метра. Летом, особенно в засушливые годы, лиман может почти полностью пересыхать, и тогда останется только соленая корка и лечебная грязь. Эта соль такая красивая, такими квадратиками просто сделана. Невероятно. Наш мир удивителен. Ну что, Ир, как твои впечатления? Все хорошо, но надо идти глубже. Глубже мы даже не представляем, куда это нужно идти. Куяльницкий лиман – один из самых соленых водоемов Европы. В такой воде почти нет рыбы, зато активно развиваются водоросли и образуется та самая лечебная грязь. Почему это место называют мертвым морем? Посмотрите, я лежу, я не набираю воздух, я не лежу на дне, я просто на воде, и у меня такое ощущение, что я парю в воздухе. Здесь очень мелко, мы уже выходим на берег. Но на глубине этот эффект более виден. Эта вода просто держит на поверхности, невозможно даже окунуться. Это невероятно, просто ощущение невесомости. Я специально попросила Иру пойти взять телефон,
потому что это надо показать. Вот все как в Мертвом море. Посмотрите, я просто лежу, вот как будто я в воздухе. Идеально расслабляются все мышцы тела. И плюс здесь какой-то ветер, течение, и если ты закрываешь глаза, потом открываешь, тебя куда-то выносит. А еще мне, наверное, не хватает чего-то в организме. Мне такая вкусная эта соль, я просто уже наелась ее. Морские котики. Посмотрите на мою руку. Я обсыхаю, и вот это все выступает соль. Обалдеть. Нужно обязательно обмыться водой. Я не представляю, как теперь ехать домой. Мы взяли с собой пару бутылок воды, придется обмываться. Сейчас вам покажу самую главную ценность Куяльницкого лимана. Это целебная, известная, лечебная грязь. Правильная грязь насыщенного черного цвета. Здесь люди выкапывают специальные ямы, там ее берут и ею мажутся. Я же копнула просто рукой, поэтому она у меня здесь не насыщена. Просто покажу, как выглядит эта процедура. Многие люди наносят грязь бездумно. Это категорически нельзя делать. Важно соблюдать правила. Сначала нужно с ними ознакомиться, а уже потом пользоваться грязью, иначе можно себе очень сильно навредить. Смотрите, черная грязь на фоне белой соли. Ну все, мы оздоровились 1 минуту и идем это все смотреть. Так, мы жутко соленые, и здесь, чтобы обмыть соль, сделали специальные душики. Очень удобно. Мы даже с собой взяли воду, думали, чтобы обмыться своей водой, которую привезли в машине. А здесь есть для людей специальные душики. И можно обмыться от соли. И дальше полюбуемся с вами закатом. Ну что, приняла душик, смыла соль. И сможем спокойно с девочками наслаждаться закатом. Цена душа 25 гривен, так что если вы захотите обмыться на Куяльнике от соли, то примите во внимание. Ну что, уже скоро заход солнца. Как я говорила, Куяльник — это локация для фотосессий. Посмотрите, потихоньку все начинают приезжать здесь фотографироваться, потому что здесь на заходе солнца очень красиво. Это красивые кадры. Сейчас заход солнца, и изменилось течение в воде, и ветром выносит просто все чешуйки соли к берегу. Посмотрите, это все соль. Видите, как ее метет? Даже, не метет, а подталкивает водичкой. Я в восторге. Мы надеемся, что вам понравилось наше видео, и всем пока-пока!